Привет! Сегодня хочу показать, как сделать аромакамни из гипса в домашних условиях. Процесс создания очень прост. Понадобится форма, у меня это форма для мыла. Можно взять силиконовую форму для конфет. Единственное, для еды ее уже нельзя будет использовать. Также иногда можно встретить вот такую форму шкатулки. Гипс беру специальный для моделирования. Возможно, тот же эффект будет и с обычным гипсом. Не пробовала. Также понадобится эфирное масло. Его буду добавлять и при замешивании массы, и уже на сухую поверхность фигурки. Масло можно выбрать по своему знаку зодиака или выбрать то, которое вам просто нравится. Беру форму для мыла единорог. Укладываю ее на подставку стакан, чтобы фигурка ровно высохла. Смазываю маслом для молдов. Теперь замешиваю раствор. Конкретные пропорции лучше прочитать на своей упаковке. Вначале наливаю в чашу воду. Добавляю несколько капель эфирного масла. Клей ПВА, так изделие должно быть более прочным. Также можно добавить акриловый или пищевой краситель. Тщательно все размешиваю. Теперь добавляю гипс. Он очень летучий, пыльный. Старайтесь не дышать в этот момент. Тщательно смешиваю состав, чтобы не осталось комочков. Теперь беру ненужную кисточку и наношу состав на форму тонким слоем. Так я делаю, чтобы избежать больших воздушных пузырей. Если нужно залить изделие со множеством мелких деталей, то можно сделать состав более жидким. Так он зальется в самые укромные места. Выливаю оставшийся гипс в форму. Если в составе гипса было слишком много воды, то фигурка усядет. Вот такой единорог у меня получился. Пахнет пачули. Сверху капаю еще немного масла, так аромат становится более сильным. Когда делала ролик, наткнулась на вот такую силиконовую форму. Можно делать саше на лентах. Это очень круто, хочу попробовать. И посмотрите, какую красоту создают некоторые авторы. Также форму можно сделать самим, просто вдавив что-нибудь в пластилин. Или наоборот, вылепить из пластилина фигурку, а затем сделать по ней силиконовую форму. По такому способу у меня получился вот такой замечательный корги. Всем творческих успехов! С вами была Нерианда. До новых встреч! И подписывайтесь на мой канал.